Как недавно стало известно, 25 января Калининград ждет важного гостя Владимира Путина. Об этом сообщает местное телевидение, канал «Калининград». Это будет первый визит президента России в этот регион с 1 сентября 2022 года. Но не думайте, что это просто очередная поездка главы государства перед выборами. На самом деле Владимир Путин идет на большой риск, и мы расскажем вам, почему. Все дело в том, что на этой неделе начинаются самые масштабные военные учения НАТО со времен Холодной войны. Их кодовое название «Стойкий защитник-2024». Эти учения охватывают огромную территорию от Финляндии до Румынии, от Швеции до Словакии, а также все страны Прибалтики, Германию, Чехию и Балтийское море. На этих учениях НАТО задействует огромную силу. Более 50 кораблей, около 80 самолетов, вертолетов и дронов, а также более 1000 боевых машин. Всего на этих учениях примет участие 90 тысяч человек. Это в 2 раза больше, чем обещал адмирал Роб Бауэр, глава военного комитета НАТО, в прошлом году. Цель этих учений — проверить, как быстро американские силы могут переброситься к границам России, если вдруг начнется конфликт с близким противником. Другими словами, Запад готовит атаку на Россию, и его цели — Ленинградская область, Калининград, Кольский полуостров и Карелия. В Кремле это хорошо понимают и уже назвали учение «Стойкий защитник» провокацией со стороны НАТО. Российский МИД отметил, что несмотря на все заверения членов Альянса о том, что они не ищут конфронтации с Россией, на самом деле происходит демонстрация силы прямо у нашего порога. Если ранее для подобных маневров НАТО выдумывались легенды о некоем воображаемом противнике на Востоке, то сегодня Альянс не скрывает. НАТО отрабатывает действия по отражению нападения именно со стороны Российской Федерации, подчеркнули в дипломатическом ведомстве. Но зачем так рискует Путин? Когда мир стоит на грани войны, один человек решается на смелый шаг. Он — верховный главнокомандующий вооруженных сил России, и он собирается в Калининград. Единственный путь туда — через нейтральные воды Балтики, где кипят учения НАТО. Это миссия с высоким риском. Но отказаться от нее Владимир Путин не может, ведь это уникальный шанс показать миру, что Россия не отступит от своих интересов в регионе. Его не покинут верные спутники, боевые корабли Балтийского флота, героическая авиация, лучшая в мире, морская пехота и другие силы, имеющие стратегическое значение. Главнокомандующий может быть спокоен. Его тылы защищены с берега нашими ПВО и «Искандерами». Именно поэтому на прошлой неделе у прибалтов и поляков исчез сигнал GPS, это была лишь репетиция перед визитом Путина в Калининград. Сегодня небо над Балтикой — самое горячее место на Земле. Такого скопления боевой летательной техники нет нигде. Российские летчики демонстрируют свое мастерство над Балтийскими водами. Они не дадут прорваться натовским летательным машинам, которые постоянно пытаются нарушить наше воздушное пространство. Поэтому 25 января, когда Верховный полетит в Калининград, натовцам не стоит иллюзий, что они смогут сопровождать российский борт номер 1. Напротив, они будут в прицеле, и неважно, откуда они попробуют это сделать. Поэтому лучше им не рисковать. А теперь перейдет к следующей новости, которая сейчас активно обсуждается в сети. Речь о том, что Россия собирается возвращать Аляску. Итак, идет 1867 год. Россия отказывается от своих американских земель. За 7 с небольшим миллионов долларов император Александр II передает Соединенным Штатам Аляску и Алеутские острова. В октябре того же года в Новоархангельске, столице Аляски, проходит торжественная церемония передачи русских владений. Так заканчивается эпоха русских путешественников и колонизаторов на северо-западе Америки. Но закончилась ли эта история навсегда? Китайские журналисты сомневаются в этом. Они утверждают, что есть секретный документ, который может изменить всю историю. Это распоряжение номер 21, которое подписал Владимир Путин. В России об этом мало кто слышал, но на Западе оно вызвало тревогу. По словам китайских обозревателей, распоряжение номер 21 связано с юридической неоднозначностью сделки по продаже Аляски. Существует мнение, что Россия не продала, а сдала Аляску США в аренду на 90 лет до 1957 года.
Но тогда Никита Хрущев, будучи главой СССР, щедро подарил Аляску американцам. Другие историки и вовсе озвучивают версию, что договор о передаче русских земель штатам не подписывался ни Российской империей, ни Советским Союзом, а полуостров был просто безвозмездно заимствован у России. Президент России Владимир Путин недавно подписал документ, который может изменить мировую карту, заявляют журналисты. Это документ номер 21, который недавно был подписан главой государства. В нем говорится, что Россия будет финансировать поиск, регистрацию и защиту своей зарубежной собственности. И это не только собственность современной России, но и наследие Советского Союза и Российской империи. Аналитики обращают внимание на то, что в документе упоминается юридическая защита. Это означает, что Москва не просто будет искать свои недвижимые объекты, которые раскиданы по всему миру, но и займется более глубоким изучением истории их приобретения и продажи. Журналисты утверждают, что главной целью подписанного документа является выяснение всех обстоятельств, связанных с продажей Аляски. В частности, проверка подлинности договора продажи и поиск других документов, которые помогут установить правду. Существует несколько версий о том, как Аляска перешла к США. Одна из них гласит, что Аляска была сдана в аренду, а не продана. Другая версия утверждает, что сделка была совершена с нарушением юридических норм и фактически ничтожна. Как только Россия получит неоспоримые доказательства, она предъявит иск к США и потребует вернуть Аляску, а также возместить убытки за незаконное удержание земель. Конечно, нельзя ожидать, что Вашингтон добровольно согласится на эти условия, но Москва все равно выиграет. Если будет доказана незаконность захвата Аляски американцами, Кремль получит мощное оружие против США, которое обязательно используют на переговорах. А то, что переговоры рано или поздно состоятся, ни у кого нет сомнений. Кстати, выводы журналистов НИТИС косвенно подтверждают тот факт, что в последнее время в России на самом высоком уровне неоднократно поднималась тема Аляски, что вызывало сильнейшую изжогу на Западе. Так, в частности, репортер американского издания Newsweek Томас Кика обратил внимание на то, что российское руководство все чаще вспоминает про Аляску. Журналист, в частности, напомнил, что недавно депутат российского парламента Сергей Миронов вспоминал про Аляску. Народный избранник написал в соцсетях, что мировое влияние Соединенных Штатов Америки стремительно ослабевает. В связи с этим Миронов предложил другим государствам рассмотреть возможность возвращения своих старых территорий, входящих в настоящее время в состав США. Отмечается, что в Кремле уже довольно давно стали вспоминать об Аляске. А недавний приезд Владимира Путина на Чукотку, расположенный на расстоянии вытянутой руки от границы с США. Аляска и Чукотка разделены Беринговым проливом, ширина которого составляет всего 3,7 километра. Это и вовсе вызвало истерику в американских изданиях, тут же заявивших о том, что российский президент прилетел осмотреть свои будущие владения. Судя по всему, после комментариев и шуток руководства России, американцам стало не до смеха. Томас Кика признался, что он уже обратился за разъяснениями в Госдеп США по поводу высказываний российской стороны. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Оставляйте комментарии, чтобы поделиться своими мыслями и обсудить новости с другими зрителями. Мы очень ценим ваше мнение и всегда рады обратной связи. Присоединяйтесь к нашему сообществу и будьте в курсе всех новостей и обновлений на канале.